Ну, Слушай, мы сегодня превысили все допустимые ну нормы. не все допустимые. Так, стираю вручную, полы мою вручную. Так, я родилась в Москве. Как поет это, я родилась в Сибири. Нет, я в Москве. Хочу сказать, что когда человек живет на одну пенсию, на одну единственную пенсию, когда парень ко мне пришел в кабинет, бросился на колени с цветами и сказал: вы спасли мою жизнь. Ну давайте, со свиданцем, Ой, со свиданием. чтобы Такой красоте. такая закуска, да? Ау, Я говорю, хорошо сидим? отлично. Очень вкусно, очень красиво. Красиво, очень красиво. Очень красиво, знаешь, сделано необычно. Но всегда держите себя в руках и знайте, что второго дубля не будет. Вам сейчас можно опять на работу устраиваться. Да запросто. Ладно, а вот мне 100 исполнилось. Что же вы доплатите? Они говорят: Смотрите, какая красота, Валентина Ивановна. да. Снеговики, Деда Морозы. Окна мою вручную, Это и есть магазин хожу вручную, это мой спорт. Все. То есть я себя никогда не ограничиваю и ограничивать не буду. Но никогда не злословьте, никогда не завидуйте, никогда не предавайте. Мы ждем свой заказ. Валентина Ивановна примарафетилась. Конечно. Мы подробности опустили все эти, да? Да, конечно. Взяли нефильтрованное пиво, как обычно. Да. Ну, хорошо сидим, Валентина Ивановна. Хорошо сидим. Мне уже сказали, что это наш с собой стал фирменный напиток. Пиво. Чего вы на него дуете, Валентина Ивановна? Это же не чай. Почему? Как вам? Ничего. Какой-то вкус немножко своеобразный. Чуть-чуть с кислинкой. А вот где мы с вами были, где вам больше всего понравилось? В Ялте. В Ялте? Потому что на набережной, да? Нет, оно там было И пиво хорошее, хорошего да? качества было, да. Ну, я почему-то, если честно, грешил всегда, что на набережных там пиво будет хорошее. Дело в том, что сейчас стали пиво привозить, им уже даже на набережную, в таких закрытых Флягах. контейнерах, фляжках, что туда воду не нальешь, если тебе первоначально не налили. То есть, а так как, каждый борется теперь за посетителя, а пиво, ведь не все же пьют пиво. Пиво пьют, Игорек, любители, понимаешь? А любитель сразу понимает, то это или не то. Ну И в да. следующий раз к ним не пойдут. Все. Это факт. Так, ну что, 15 минут мы ждем, нам сказали через 15 минут Да. подойти за Да. нашим Нет, заказом. главное, здесь красиво, Да. уютно. И народу достаточно много, но мест свободных достаточно. Ну Так. вот еще раз объясняю, как здесь. На входе вам дают такие карточки. Нам дали две. Ну, не обязательно брать две, можно взять одну, Да. чтобы не путаться. И где вы заказываете еду, заказали, он все в компьютер занес, и там белая мышка такая, вы прикладываете эту карту, И все. и все эти блюда, которые вы заказали, на эту карту Оплачивается. уходят. Оплачивается. Да. Вы идете в другой, вот за пивом, допустим, то же самое. Тоже эту карту прикладываете, и она уходит к вам в память, на счет. И когда вы закончили трапезу, на выходе сидит девушка, вы тоже прикладываете эту карту, на экране высвечивается весь ваш заказ и сумма. Затем вы достаете или наличные, как Валентина Ивановна Да, любит, я сказала наличные. или, как я люблю, картой, и оплачиваете свой заказ. Там выбивает чек. Удобно, но есть маленькие нюансы, как говорит наш Не президент. видишь ничего. Вы не видите сумму вашего заказа, И обычно и цену, да. Обычно вот вы сидите там в меню, вы раз там это, Да. и можете так мысленно уже прикинуть. Да. Здесь А здесь такое трудно. затруднительно Здесь трудно, сделать, здесь да. трудно, да. Здесь трудно. Ну так, приблизительно На это и 500, 600, рассчитано. полторы и 150, 1650, гриль там, так, 2, около 2500.
Я даже не знаю, Я сколько пива приблизительно. стоит. Вы не... Она от 200 что-то называла. В общем, около 300 рублей она стоит. Сколько? Около 300 рублей она Везде стоит. это по-божески здесь. Да, а мы почему и посмотрели, здесь абсолютно все по-божески. Да. Представляешь, можно спокойно было взять нам с собой студень с хреном. Да. Он всего 200, Оливье там и прочее. 10-20, да. Оливье салат. чё же вы не можно. взяли? Надо А было. зачем нам это самое? Просто я к чему говорю. Сегодня рыбный день у вас. Вообще-то да. Вообще-то Да, да. я взял шашлычок себе Да, небольшой. да. Ничего страшного. Вот так. Так что Так что здесь как раз цены по-божески, и человек себе может позволить сесть, взять, скажем, тут же студень, да. тоже пиво и картошечку. И это ему обойдется в очень маленькую сумму. Не Нормальную. очень маленькую, а нормальную. Нормальную. Нет, ну по сравнению со Так, я всем... время не засек. 15 минут. Так что вот. А вот тот ресторанчик, который ты, Игорек, показал, где очень красивые закуски были, все, да? Но это мы как с тобой и в аэропорту смотрели, так и здесь. Они все сделаны со всякими специями, понимаешь? И неизвестно, сколько времени они стояли. Там уже все это, как бы тебе сказать, сделано. Ты прекрасно понимаешь, что если, скажем, винегрет делаешь, ты же его никогда ничем не смазываешь. Ну да. Винегрет Не, сделан. ну как, растительным маслом, Нет, нет? винегрет сделан и ставится в холодильник. Потом, когда ты положил на тарелку, ты Да. уже добавляешь масло, добавляешь майонез, что тебе хочется. Да. А иначе, если ты все соединил, ну вот когда гости Закиснет салат всё. оливье делают, они же его заправляют. Да, непосредственно перед Нет, подачей. перед входом гостей. Но тем не менее, если салат не съеден, чаще всего его уже в холодильник не ставят. Ну да. Его выбрасывают. А тот салат, который сделан на сухую, не заправленный, а здесь уже все лежит готовое. Валентина Ивановна, очень много вот с момента первого нашего интервью с вами. Это какое? Помните, мы в парке сидели с вами на лавочке? Самое-самое первое. Еще на танцах мы отошли в сторону. Да. И И вот что? с этого момента вы там про себя подробно рассказывали все. С этого О, здесь видите, Ты нулевая. скажи, Запомним, да? запомнили. Много зрителей новых присоединилось и постоянно спрашивают, что, где. Так, вкратце расскажите сначала еще, где вы родились, когда, приписывали себе возраст, не приписывали. Так, я родилась в Москве. Как поет это, я родилась в Сибири. Нет, я в Москве. 23 февраля 1934 года. Итого мне через 2 с небольшим месяца будет 92 года. Работала до 82 лет, ушла на пенсию в 82 года. Окончила университет. Ну, по порядочку, вот родились, Да. дальше что? Вот, окончила университет, исторический факультет. Что, прям родились и сразу окончили? Нет, школу кончала. Ну вот так и говорю, по порядочку, Валентина Ивановна. В 43 году поступила в школу 446-ю на площади Журавлева, рядом теперь с метро Электрозаводская. К сожалению, мою школу снесли, и на ее месте построили новую школу, которая стала 444-й. И, кстати, я там была на вечере встречи. Давно? Да, в прошлом году. Но, к сожалению, моего выпуска 1953 года не было никого. Я была одна. Кстати, у меня есть фотографии. Если тебе интересно, можешь посмотреть, как я стою и одна среди выпускников 80-х, 90-х, 2000-х годов. А вы я 1953. мамонт. Я мамонт 1953 года. В 53-м вы закончили школу. Школа, да. Поступила в университет, исторический факультет. Какой университет? МГУ.
Не, вы мне, я-то знаю, Валентина МГУ. Ивановна. А то я у вас спрашиваю, он меня так смотрит. Ты что, МГУ. вы же не мне говорите. А я тебе говорю, МГУ окончила, университет исторический В факультет. 53-м поступили, да? В 53 году. Закончили? Выступать было трудно, Чего? потому что очень много было на одно место. Я сдала на все пятерки. 25 из 25. Ух ты. И прошла еще собеседование. Так что я прошла и поступила. Окончила в 57 году. 57. Было свободное распределение. То есть ты выходил, и тебе работу не предоставляли. Устраивайся сам. И я устроилась, пошла в школу-интернат воспитателем, и мне дали 2 урока истории. А дали мне воспитатель 1 класс. Я сама-то была, что мне было тогда, всего ничего, а мне дали 1 класс. Но у меня был замечательный лектор Леонид Осипович Давидович, который меня научил, как вообще надо работать. Я ему по гроб жизни благодарна. Я молодая, неопытная, только выпущила. Что я знала? А он меня научил любить детей, заботиться о них и вообще, как относиться к профессии учителя. На этом мы сделаем паузу, Перерыв, Валентина потому Ивановна. что приехал наш заказ. Закончили институт И школа-интернат. и поступили в школу-интернат. На этом сделаем паузу. Я сейчас пойду, наверное, наш заказ Да. готов. Я Хочу держу. вам показать, где мы сидим. Что-то хотели сказать? Нет, я говорю, я хотела буду держать. Это не то, заказ. это Сейчас. не то слово, очень красиво. Сейчас я иду. Валентина Ивановна здесь Караулю, караулит. караулю. Пока выключим. Ой, Принес я заказ. Вот такая подача. У меня шашлык и овощи гриль. Валентина Ивановна взяла себе дораду рыбку, и почему-то ей картошечка печеная понравилась. Да. Ну, мы будем делиться. Она у меня может взять овощи, конечно, а я у нее конечно, картошечку. Конечно. Вот такая красота. Как вам, Валентина Ивановна, подача? Подача изумительная. Дальше посмотрим. Понравилась, да? Давай посмотрим, как. Так, Так. Ты Это сначала соус. попробуй, что это такое. это соус, Ну, это попробуй. соус тартар. Майонез Майонез? и соленые огурчики. Ага. Попробуйте маленькую капельку, но это не сметана, Валентина Ивановна. Хорошо. Ну, А. как вам? Ну, а это вот мой шашлык. Надо было тоже рыбу взять, но еще не вечер. Ну, давайте, со свиданцем, Ой, со свиданием. чтобы В такой красоте. такая закуска, да? Изумительно. Пробуем. Овощи были хорошие. Так? Если хотите, вот можете макнуть. Это вот аджика, Валентина Ивановна. Можете Так. попробовать. Понравится вам, не понравится? Нет, Нет? Значит, мне больше достанется. естественно. Тебе и все достанется больше. Главное, чтобы мясо было не пересушенное. Да. Ну, у тебя же на гриле. Ну да, вы. Ты картошечку-то возьми к нему. Возьми картошечку к нему. Одну возьму у вас. Ну почему одну-то? Я это все не съем. Ну, Пожалуйста. лимон у вас есть, вы побрызгайте. Да, сейчас. Неплохой шашлычок.
Как рыба, Валентина Ивановна? Вот я пробую. Еще не попробовали? Вкус очень приятный, но такая немножко пресноватая. А вы макайте в этот, и будет нормально. Это специально для рыбы. Видите, он все запомнил. Я заказывал гриль себе, овощи, он мне их к мясу положил. Он, А да, вы картошку? положил тебе. Да вы картошку, он вам и картошку положил. Да. Ну, давайте рыба немножко пресноватая, у вас картошка соленая. Да, соленая. Ну, вот с ней. А тут есть и пельмени, есть и эти, и плов есть. Нет, здесь, если не торопясь походить и посмотреть, здесь можно выбрать. Не, я имею в виду именно в этом кафе, вот где мы сидим с Ага. вами. Даже плов есть. Да. Тут ведь полно всяких этих заведений. Ну, нам понравилось, мне тоже, если честно. Нет, ну потому что, Вот это понравилось. ты понимаешь, Игорек, сюда ничего много не втиснешь, понимаешь? Да. Ну, прям вот так сейчас. В салат можно наложить очень много всего. Что вы имеете в виду? Ну, даже некачественных продуктов. А в шашлык Мясо. мясо, рыба. Да. Как бы ты чего здесь не хотел, ты в эту рыбу, Ничего не засунешь. да. Какая из них? Ага. Перепутал. Да, Вот две взяли, а да. Валентина Ивановна увлеклась, не будем ее расспросами, пусть ест рыбу. Как-то она не весело ест ее. Я боюсь костей. Ну, в общем и целом, как, Валентина Ивановна? Очень вкусная. Вкусная. Очень вкусная, хорошая, но я боюсь костей. Ну, правильно, Да. потихонечку, не Ну, спеша. смотри, какие. Смотри. Ну, это хорошо, когда они большие. Большие кости. О, Вот мелкие это уже хуже.
Ну, пока выключим. Заказ не выполняли. Вот я принес еще один цезарь нам. Ну и 2 по 40 Да, под такую закуску не имели права. имеем право. Ну, ваше здоровье, Валентина Ивановна. Наше здоровье, да. Холодненькая. Хорошо пошло. Конечно. Холодненькая. Вот мы, Валентина Ивановна, один салатик цезарь. Это не важно. Ты его любишь, в первую очередь ешь. Не, это вы любите его. Нет, я и только вот всегда цену узнаю. У меня показатели отражают, как вообще можно с ценами здесь что иметь. 409 рублей он стоит. Да, прилично, очень даже. Везде меньше 700-800 он не Да. стоит. Прекрасно. Нет, ну вообще здесь цены божеские. Да. Здесь на все. Как говорят, демократичные. Да, демократия. Но даже по рыбе, вот этой, я по рыбе сужу. Чтобы вот Да. эта рыба стоила так, это нереально, Игорек. Нереально. Реально? Эта рыба дорогая. Дорого. Да. Видите салатик, Валентина Ивановна? Даже где еще с рыбой не справилась. А вы в прикуску. Возьмем капу. Вот курица. Что? Курица. Я травку взяла. Травку-муравку. Это вы мне картошку подсунули. Конечно. Я хочу, чтобы тоже эту картошку, она называется бэби. Как называется? Бэби. Бэби маленькая. Ага. Кстати, она очень дорогая. Даже на рынке стоит 150 рублей килограмм. А здесь порция 150, но много положили. Можно сказать, 200 грамм. Вообще то, что происходит у нас с ценами, это совершенно непонятно. Чего? Вообще с ценами. Цены всего. Скачет туда-сюда, да? И цена и качество не всегда совпадают. Нам надо с вами какой-нибудь Ашан большой посетить, Да. чтобы пройтись по ценам, и вы дали свой комментарий. Как, где и почем, и как. Ашан дороже, чем пятерка? Нет, Нет? нет, Вы хотите сказать, что пятерка дороже? нет. Между Асаном, пятеркой и Дикси большой разницы нет. Большой разницы нет. Но мы недаром о ценах заговорили. Ага. Дело в том, что сегодня я прослушала одну из программ по телевидению, из чего складываются цены на продукты питания. Чего? И ну как бы тебе сказать, более демократично. Говорите, как хотите. Как Здесь хочу. все свои. Как свои. Ну, они прекрасно поймут. Значит, берется так. Средняя зарплата в России, в России определили 99 900 рублей с копейками. 100 тысяч, это где же Тихо. такую зарплату Так, определили? Валентина да. Ивановна? И сразу была корректировка, что это не средняя зарплата в России, а средняя зарплата спускается на 77 тысяч. То есть приблизительно почти на 30 тысяч меньше. Ладно, проехали. Средняя зарплата в Европе 4000 евро. 4000 евро. Ну и как всегда, и даже когда я преподавала, и сейчас преподают по Гамбургу.
Показатель гамбургера. Бургер, А, бургер. Индекс бургера. Индекс бургера, да. Мы идем на уровне среднеазиатских стран. Он у нас стоит приблизительно 3 евро с копейками. Это приблизительно 272 рубля. В Америке и везде в Европе это приблизительно 7 долларов. 7 долларов. Но если учитывать, что у них там 4000 евро зарплата, Зарплата, да. так, у нас она идет приблизительно, как вот это самое, брали там наши другие страны, да, Пакистан и все остальные, там 2000 евро в месяц. Я долго считала, а сколько евро у нас в месяц зарплата? Если она приблизительно 100 тысяч, то Ну, это... берите 100 рублей. Ну нет, я понимаю, 100 рублей евро. Ну, приблизительно- 100 тысяч это 1000 евро. 1000 евро. Да. Но Ну, у нас нет таких зарплат. нет, но когда пошли вот по всем, у нас действительно все намного в этом плане дешевле. У нас хлеб намного дешевле, настолько дешевле. Вот у нас приблизительно самый там хороший хлеб стоит приблизительно 100 рублей упаковка. 1 евро. 1 евро. У них это не меньше 5-7 евро. Это уже без комментариев. Точно так же там пошли про квартплате, по всему. То есть, как бы идет вот перехлёст, да? У нас дешевле там квартплата, у нас дешевле здравоохранение, у нас и меньше зарплата, да? Но с продуктами. Но что поразило выступление, у Соловьева всегда выступает на программе один из очень умных людей под названием Хазин, экономист. Он и говорит: я понимаю все, я могу объяснить все, за исключением одной вещи. Пришел в магазин, картошка 180 рублей, бананы 112. Мозги у меня расплавились, как у Короче, академика. бананы дешевле, чем картошка. 112 и 100. Я, говорит, все, встал в тупик. Я вам ничего не могу сказать. Что хотите со мной делать? Ешьте бананы. Нет, он сказал, что хотите со мной делайте, я вам никакого объяснения дать не могу. И мы дать объяснение не можем. Понимаете, почему картошка у нас должна стоить 150-180 рублей? Дороже, чем бананы, которые Дороже, везут чем бананы, которые за везут 3-9 земель. За да. 3-9 земель. Это же нереально. Нереально, да. У нас есть картошка и 36 рублей. Есть. И 54 рубля. И 80. И все. Разная картошка есть. Но нормальный человек может есть картошку приблизительно за 150 рублей. Это нереально. Поэтому, когда вот мы смотрим, слушаем, говорим, Но есть нюансы, да? есть нюансы, да. Как вы это сказали с такой обреченностью, как будто все пропало. Нет, ничего не пропало. Дело в том, что я хочу сказать, что когда человек живет на одну пенсию, на одну единственную пенсию, он не живет, он выживает, Существует, да? существует. То есть он начинает, как вам сказать, считать. Я могу это купить, я не могу это купить. А знаешь, как это страшно? В нашем возрасте я не могу купить. А почему я не могу купить? Вот самое что, Валентина Ивановна, в комментариях пишут, москвичи жируют, у них пенсия там миллионная. Неправда, неправда. Моя пенсия, имея 56 лет трудового стажа, И плюс вам больше 80. И то, что мне в 80 лет прибавили еще определенную сумму денег, да, у меня пенсия 42 тысячи. 42 тысячи за 56 лет. И даже будучи в пенсионном фонде, когда я пришла, и хорошие женщины сидят, и говорят: Сейчас вас в комментариях заклюют, а у нас скажут 16. нет, 16 это у нас... Нет таких пенсий, Валентина Ивановна? Есть. Нету таких Есть. пенсий 16 тысяч. Есть. У нас минималка прожиточная 20 с Есть. чем-то. У моей племянницы в Сергиевом Посаде пенсия 13 800.
Но она, наверное, не работала. Работала всю жизнь на оборонном заводе. Не надо. Почему такие перекосы? Я не буду говорить, почему. Она работает сейчас, несмотря на то, что она подходит к 70 годам. Просто я вам хочу сказать, то, что у меня 42, это, как бы вам сказать, то, что мне доплатили. А так бы у меня тоже было не больше, 28, 31. Но Ну да, это по программе «Кому за 80», им там да, доплачивают. только из-за этого. Но надо дожить еще до 80 Ну да. и получить ее. А до этого я же не получала ее. Не получала. Она была обычная, и мне, конечно, было обидно, когда 56 стажа. 56 лет у вас 56. 20 лет нам норма. 20 и 20, 40. И еще 16. Почти 3 трудовых стажа. И что я за эти трудовые стажи получила, если бы я не дожила до 80? 30, 28, 31 тысячу. Все мой предел. А квартира? А лекарства? Это, получается, Собянин вам не доплачивает ничего, да? Сейчас доплачивает. За 80 лет А, за доплачивает. 80 лет За это 80. Собянин доплачивает? Только за 80. Да. Только Это за... не государство, а Нет, да, город. Да, город. Да, за 80 лет. То, что я дожила. А то, что вот 90 исполнилось, ничего не доплачивала. Ничего, да? А если мне 100 исполнится, я посмеялась и говорю, ладно, а вот мне 100 исполнилось, что же вы доплатите? Они говорят, вообще по нашему регламенту, 20 тысяч. Даже Это разовые или каждый месяц? Разовая. Поэтому лучше до этих 100 лет не доживать. Простите, этих 20 тысяч за 100 лет раздели 20 тысяч на 100. Поскольку получится за кожу, Да, даже не смешно. Скажите, а вот в аптеке там лекарства платите свои или... Абсолютно все свои. Подождите, программа вроде какая-то. Мне положено бесплатное лекарство. Положено. Но что мне выписывают? Зеленку, Йод. валидол и так далее. Поэтому все лекарства, какие мне пришлось для себя покупать, были. Вот у меня был один курс лечения с глазами связанные. У меня один курс стоил 47 тысяч. Это все лекарства к нему. Второй 35 тысяч. И третий курс 21 тысяча. Это вы все платили из Я своих? все платила свои. Вот сейчас у меня всего-навсего капельки в глаза. Одни стоят 1800, другие 950. Это к тому, что, да, она есть 42 тысячи, но если из этих 42 тысяч взять вот это, да, все. Ну, не об этом речь. Речь о том, что, конечно, вот когда сейчас все посмотрели, поглядели, да. Куда вы что смотрите? Я никуда не смотрю, я просто смотрю твое пиво. Да вы на свое смотрите, что на мое смотреть? А я смотрю, сколько? Так, чин-чин, нормально. Ваше здоровье. Да. А то, видишь вы какая, на мое пиво заглядываетесь. В чужом бокале всегда вкуснее, да? В чужих руках всегда больше и толще. Смотря что, яблочко или груша. Вот так. Так, ну и мы остановились с вами. Что я окончила Закончили, школу, да, поступила поступили в университет и пошла по на работу свободному в школу-интернат. Где я и проработала 4 с лишним года, работая с 1 классом и давая 2 урока истории. А потом, потом. А потом меня забрали в математическую школу. Математическая. Это с какого года вы там, не помните, вот по датам? Ой, надо трудовую книжку поднять. Просто я уже сейчас не могу. Освежить память, да? Да, освежить память. Нет, ну если 4 года, подожди, в 61-м. Где-то 61-м. Ну, конечно, в 57-м поступила. Дорогие друзья, если там плюс-минус год неточность будет, Нет. вы не ловите на слове. Нет, дело в том, что я в 444-ю, которая теперь стала моей школой, которая была моя 446-я. А там я проработала 7 лет. И там я проработала учителем истории. И там уже у меня не было воспитательных функций, а только ночевая 5 и 7 классы. Но меня очень быстро перевели на 9 и 10 классы. Я и преподавала историю современную
и обществоведение, которое Обществоведение. тогда появилось, да. Вот. Историю КПСС случайно не Нет. преподавали? Нет, Ну и дальше математическую у вас. математическое, да. Там я проработала, в этой школе, но, как бы сказать, я человек очень эмоциональный. Я не терплю подлостей. Ни у кого. Ни у кого. Даже вот если у родителей и все. Вот там меня отец обидел, уничтожил грядки на моем садовом участке с травой и посадил свой лук. А вы что выращивали? Травы. Трава сейчас в нынешнем Нет. понятии двузначное. Нет. Что за трава? Нет, чебрец, А. душицу, Вот надо мелиссу, уточнять, а то скажут- лечебную траву. А он сказал, зачем тебе, А Валя? то скажут, Валентина Ивановна травку выращивала. Нет, именно лечебную. У меня были там цветы. А он захотел посадить лук. Вы более практичный. А кто его ел? Никто? Это был каприз. И вот, несмотря на это, сколько лет прошло, а обида в душе сохранилась. Хотя я его простила. Понимаешь, в чем дело? Даже когда я пришла, и мои грядки уничтожены, и стоит лук, я плакала. Но не об этом речь. Я говорю о том, что я не прощаю. Я преподавала в старших классах. До этого я побывала в Европе, в Освенциме. Это жуткий лагерь, где погубили миллионы людей. А так как я преподавала историю Великой Отечественной войны, и тогда было, слава тебе, Господи, тогда было, нам давали 22-24 часа, не как Неделю, да? неделю, как сейчас дали 2 дали. Теперь одумались и сейчас снова переигрывают, понимаете? Дать на Великую Отечественную войну 2 часа, слушай, это лучше вообще ничего не давать. Ну вот, и я преподавала, все. У меня был класс хороший. Ну, в математической школе, вы понимаете, какие дети? Они были заинтересованы совсем в другом. У них мозги повернуты на программирование, на все. История им была моя не очень. Да. И я ушла совсем в другую школу. Я ушла в школу рабочей молодежи. Совсем в другой публике, которая приходила после работы, хотела получить знания. Она хотела, хотя она очень часто на уроках дремала, ей хотелось спать, она была уставшая. И тем не менее, я там получала удовольствие. Вот так. Мне там было комфортно. Они понимали, что я им рассказывала. Им это нравилось. Все. Оттуда я ушла в чиновники. Это какой год уже был? Ну, если считать, 61-й, где я проработала, там я проработала почти 9 лет, 70-е годы. 70-е. В 70-е годы я ушла в чиновники. С 50-х. Там я проработала 9 лет и 9 месяцев. 9 лет и 9 месяцев. Партийным работником. Да. 9 лет и 9, ну почти 10. Я недаром подчеркнула 9 лет и 9 месяцев. Ешьте рыбу. Я съем, мне осталось чуть-чуть. Ну как, чуть-чуть. Да, чуть-чуть, капелька. И там же А то скажут, опять. только бухают и не закусывают. С чего бы этого бухали-то? Хотела бы я знать. Пиво, водку, как пишут, ерша. О, а мы кто? Мы советские люди. Советской закалки, да? Они хоть раз когда-нибудь что-нибудь раз видели плохое, чтобы мы что-то сделали плохое. Мы всегда в рамках приличия, всегда. А? Мы с вами всегда в рамках приличия. Да при чем здесь это? Мы просто сделали то, что мы можем себе позволить, а что не можем. Кстати, рано похвалили Цезарь, Валентина Ивановна. Одна трава. А, не, вот мясо есть. А я думаю, где же мясо-то? Ищи, детка, ищи и найдешь. У меня рыба, Так у меня, рыбу вы ее у меня белок сегодня. мучаете, и никак. Ну, ты слушай, какая большая, ты чего? Почему я тебе сказала, что это очень, смотри, это такая большая.
Белок, так курица тоже белок. На. С рыбой не сравню. Согласен. Никогда. Вкусная. Вкусная. Ну, давайте запьем Ну, и прям. продолжим беседу. Хорошо сидим, Валентина Ивановна, или как? Ау. Я говорю, хорошо сидим? Отлично. Очень вкусно, очень красиво, очень... Мне здесь очень нравится. Сюда, знаешь, просто можно приезжать Да, с друзьями. да. Вот. Возьмите, кстати, на заметку. Но ты знаешь, день Вам и рождения... добираться Нет, удобно, без нет, день пересадок. рождения здесь трудно отметить. Почему? Ну, надо вставать, конечно, сдвинуть, да. А, вы имеете в виду, когда массово так? Да, Как мы как- вот... Я имею не индивидуально. Индивидуально это одно. А Не, я имел в виду, когда у вас там трое, четверо да, друзей, так... это без вопросов, Да. да. Это, причем здесь именно можно что угодно, смотри, совершенно спокойно. Вот столик, Со- допустим, Нет, там да, вот видите, да, 6 человек может сесть. Да, совершенно автономно. Совершенно автономно. И причем все съедобно и по деньгам очень демократично. То есть это себе позволить можно. Даже нам, пенсионерам. Картошка Конечно. хорошая. Рыба костлявая, конечно. Да и не такая же она и костлявая прям. И прям сильно Нет, костлявая. нет, я почти уже, ты понимаешь, я уже все почти сделала. Ну, нежное мясо, да? Знаешь, очень нежное, очень вкусное, хорошо приготовленное. Ну и расскажите, Валентина Ивановна, из жизни партработника. А из Вы жизни, ну, 9 лет и 9 месяцев проработали в горкоме, да, или в в райкоме? горкоме, район, в нашем Как Первомайской райком КПСС. Райком. Да. Районный комитет. Отдел агитации и пропаганды. Самый вредный отдел по рекомендации. И я попала, и надо отдать должное. Я была довольна своей работой чем? Меня поставили работать с письмами трудящихся. Ну, Это очень ответственный участок. От тебя многое зависит. Вот даже сейчас, когда вот сейчас вышли на нашего президента с вопросами и все, да, а тогда шли просто письма. И вот ты берешь письмо и начинаешь... тогда таких технологий не было. Не было. И разбираешь. Что ты разбираешь? Я вот говорю, я вот в одной передаче говорила, сейчас я повторюсь, да? Письмо. Двухкомнатная квартира. Живет мама, папа и ребенок. По метражу они не проходят ни на какое улучшение. У них 2 изолированные комнаты в 5-этажном доме, без лифта, правда, но комната угловая, сырая, грибок, а у ребенка астма. Куда они не обращались, чего они не делали. А что, метраж не позволяет? У них все по нашим метражам Всё по норму. Все по норме. И мне пришлось приложить кучу усилий, чтобы доказать, что если мы ребенка не уберем из этой квартиры, а ему всего-навсего 7 лет, то ребенок просто погибнет. Потому что действительно есть жить, есть что, но грибок со стен слезает, даже угловая комната. Я добилась. Им поменяли квартиру. Но что это стоило, когда полностью проходит метраж, и ты вот так ничего сделать не можешь? Это один случай. Второй случай. Молодой парень. У него родственники. Но он так, знаете, как все наши современные мальчики, даже в те времена такой, да, все. Они считают, что он немножко куку, и упекают его в психиатричку. В дурку. В дурку, чтобы взять его 3-комнатную квартиру, которая им Что, досталась. и тогда такое было, да, Да, практиковалось? от родителей. От родителей. В те времена, как вы думаете, снять психиатрический диагноз было? В советские времена Да. это очень сложно. Я вывернулась наизнанку.
Я поняла, что там квартирный вопрос. Не буду долго говорить. Парня из Дудурки вернули, здоровье ему восстановили. Квартиру ему, конечно, ее трехкомнатную не отдали, черт с ней. Ему дали вместо этой трехкомнатной однокомнатную. А знаете, когда парень ко мне пришел в кабинет, бросился на колени с цветами и сказал: вы спасли мою жизнь, я теперь человек. Вот сколько лет прошло. И вот такая была... Ну, он же ведь нормальный, адекватный. Абсолютно, парень. его просто за трехкомнатную квартиру. Законопатили И вот, туда. и вот такие у меня были письма, я с ними работала. И я Ну, работала. это кошмар, конечно. Это не кошмар, это было очень трудно, это было сложно, это было нервно, но я работу свою любила, и все. Но ушла не из-за этого. Я Вы сами ушли, да? сама подала А опять. я думал, Советский Союз, когда развалился, нет? Я за 9 месяцев, как положено всем нам, работающим чиновникам, я бы сейчас была вся в шоколаде, у меня была бы другая пенсия, у меня все было другое, да? За 9 месяцев до окончания я подала заявление об уходе. Об уходе. Почему? Потому что была подлость людская, когда меня просто подставили. Ну, как подставили? Знаете, среди женщин бывает, я никогда, и сейчас, вот когда сейчас что-то, Игорек, сейчас что-то происходит, даже на нашей танцплощадке, я подхожу и говорю открытым текстом, что, ребята, давайте жить дружно, никакой подлости друг к другу не проявляйте, неизвестно, что там еще будет. Вот так. И после этого вы куда пошли работать? Школа рабочей молодежи. Это какой год был, лейтенант? Нет, сначала школа рабочей молодежи, райком партии. Нет. После райкома, я Нет, имею в виду. после райкома, значит, 90-е. Да, да. О, я пошла работать с иностранцами на вернисаж, зная английский язык. Я работала на вернисаже, а потом на вернисаже я познакомилась с очень одним хорошим, как его назвать, бизнесменом. Ну, 18 лет на вернисаже. 18 лет. С английским языком Вы работала. прям так, вот этот момент своей жизни, прям так улыбаетесь, загадочно. А ты знаешь, было очень интересно. Я работала на Арбате, я тебе показывала, Да, когда да, мы я гуляли помню, в магазин сувениров, где я работала с иностранцами, ты понимаешь? То есть выживать надо. Нет, подожди немножко. Перед тем, как начались 90-е годы, да, жрать нечего, пить нечего, продавать себя это, продавать это, все, а больше продавать нечего. А дальше что? Ну да. Ну, у советского человека раз что-то есть, бриллиантов не было, закоплений не было. Но у меня всегда были хорошие друзья, а у меня была всегда хорошая голова. Одна говорит: так, есть одна идейка, есть одна фирма, я тебя порекомендую, если она тебя возьмет. Я говорю: ладно, схожу. Пришла, сидит такая дама. Я пришла, она на меня посмотрела. Ладно, я вас возьму. Какую вы хотите зарплату? И вот первый... Скажите, чем больше, тем лучше. Нет, Игорек, впервые в жизни у меня в голове взрыв. Пенсия у меня 280 рублей. Нет, 280 тысяч. Тысячи тогда были. Тысячи были. Я сижу и думаю: так, а как себя продать? Не продавала никогда. Так, потому что раньше такого и не было. Не было. Она сидит. Были установлены Нет, Советским Союзом оклады. Нет, я сижу и думаю: за сколько продать? Продать дешево – плохо, продать дорого вы не возьму. Не возьму, да. Так, а мне надо. Я продала все, что у меня в доме есть. Оникс, вазу, какую-то горжетку, еще жрать нечего, все, это капец. Мне дают задание. Я села, смотрю, как баран на новые ворота. А мне говорят там: а девочка вот это умеет делать. Я подошла и говорю: Танюш, мне сказали, что вы умеете делать. Что? Никогда. Так, я ушла к своему столу, села и так: идиотка, включай мозги. Посмотрела. Через 2 часа приношу.
Она говорит, что, Валентина Ивановна, вы уходите? Я говорю, зачем? Я выполнила. Чего? За 2 часа я выполнила. Ну, с 3 высшими я могла себе это позволить. Ну да. Хотя не каждый может, Валентина Нет, Ивановна. нет, Игорек, я справилась. Она говорит, так, выходите, работайте. Через неделю я начальник отдела. И эти все девочки, которые не знали, что это такое. Были у вас на побегушках. Да, но я не сволочь. Я очень... Не злопамятная. Нет, я лояльная. Я сказала, девочки, мы просто работаем. Абсолютно. Все, что это, у нас уходит за это. Мы работали. Мы хорошо работали. И я работала в издательстве 18 лет, будучи начальником отдела. И командировки у меня были от Калининграда до Владивостока. Причем какие были командировки? Владивосток. Владивосток, Крым. Нет, Владивосток. Я прилетаю первая. Я все сделала, договора заключены. Прилетает следующий самолет и говорят, и зачем мы прилетели? Вы все уже сделали, да? Знаешь, вот как ты понял, я и сейчас все это люблю. Ты понимаешь, если я сейчас пошла работать уборщицей или кем-то, да. А вы во сколько ушли на пенсию? 82 года, правильно? А почему ушли-то? Вы могли бы... Вы и сейчас можете работать. Нет, Марк Я сказал. просто смотрю на Марк вас. сказал. А. Марк, Валя, давай поживем для себя. Я хочу, чтобы ты была у меня дома. Я не хочу, чтобы ты уходила в 7 утра и в 6 вечера приходила. Мне плохо без тебя. Вот. И я ради Марка... Ну, это уважительное то причина. уважительное. Только ради Марка. Почему его Олег, сын, до сих пор мне благодарен, что папа жил только благодаря мне. Только что я все делала. Вам сейчас можно опять на работу устраиваться. Да запросто. А вот если сейчас был момент, Валентина Ивановна, куда бы вы пошли? Что бы вы выбрали? Какую стезю? Ты знаешь, я провожу сейчас уроки мужества в своей школе. Я провожу от 5 по 10 класс. Это что-то. Вот ты знаешь, ты возьми у меня вот эти фотографии, просто возьми. Я с вами разговариваю. Нет, тут- нет, да, нет, знаю. и просто нет, возьми и посмотри. Когда я говорю детям от 1 до 4, это одна реакция. От 5 до 8 это другая реакция. Так куда бы вы пошли работать сейчас, если бы в школу, да, преподавателя? Преподавать. А вы философ. Нет, я бы сейчас взяла учебники, посмотрела. Я их все время смотрю. Я смотрю и отшвыриваю. Валентина Ивановна, я перебью вас. Отшвыриваю. А потянули бы, потому что все сейчас история, это очень сложный предмет. Сейчас все течет, все меняется. Каждый день. Это для меня-то. Это для Ну, я и меня-то, говорю, потянули которая бы. Ключевского, Соловьева, всех остальных читала, которая прошла МГУ и 2 еще высших образования. Я, конечно, подготовилась бы. Ну, как врач, Да. всегда надо самосовершенствоваться. Нет. Там, вот когда я сейчас выходила к ребятам, мне не надо было совершенствоваться. Вот я вышла и сказала, ребята, Но вы должны больше их знать, как минимум. милый, ну неужто? Вот я вышла к мальчикам, к девочкам 1-4 класса и говорю, так, вы такие сидите красивые, на вас такая формочка, у вас все. А я в 43-м году в холодном классе, ни в чем, Бог знает, одетая, чернильница не проливайка замерзшая, и ничего больше. Дальше тетради нет, оберточная бумага и все. Понимаете, в чем дело? А ведь я выжила. Я получила высшее образование, я поступила в университет. И поэтому вам, мои хорошие, я советую. И знаешь, маленькие они там... Но, а когда старшие подходят, говорят, а знаете, Валентина Ивановна, а нам с вами было интересно. Вы понимаете? А мы поняли кое-что. Понимаете, поняли кое-что. Это кто? Кто не читает сейчас книг, кто смотрит телефон. Я вот как где прихожу, говорю, выключите эту заразу, чтобы она не звонила. Знаешь, а мне это приятно. А мне приятно, видите. Сейчас я тебе просто покажу, она мне всегда присылает, да? Не надо засвечивать личные данные. Потом. Нет, мою школу. Знаешь, а мне приятно с ними общаться. Знаешь, они меня приглашают. Это не просто дань кого-то, знаешь, генерала пригласили на свадьбу.
Знаешь, они сидят... Свадебного Нет, генерала, да? они сидят и слушают. Они сидят и слушают. Ну, вы интересный рассказчик, А я конечно. Я вот расскажу. уже... Я расскажу. Насколько Нет, уже- Игорек, я тебе другое расскажу. Когда я училась в Академии общественных наук, а это академия, которая, ну, как бы тебе сказать, ну, она не МГИМО, но Чуть пониже, но все равно нет, высокого она ранга. не пониже, она другого Она профиля. другая. Она другого профиля. Но вот мне дают задание провести беседу в нашей оранжерее на 16-й Парковой в день 23 февраля. Они уже все, а их согнали, посадили, а тут вышла пигалица, метр сквер, и будет им еще говорить что-то о 23 февраля. А я вышла и думаю, а что же мне теперь и делать? Как? Вышли из положения. Я просто не знала. Я встала, собрала всю силу воли, все свои знания. Я им выдала такое 23 февраля. К концу, вот, клянусь, моей лекции, были аплодисменты, 2 таких букета цветов из оранжереи, и совершенно снимай всю одежду с меня мокрой. Мокрые, потому что переживали. Нет, я выдала все и поняла, что же я должна сделать такое, чтобы эту публику, которая выражаясь русским языком, а ей вообще ничего не надо, их согнали, какая-то пигалица пришла, которую надо быстрее выгнать и пойти домой поддать. А слушай, А вы их заинтересовали? нет, я переборола. Слушай, я такая счастлива, Игорек, до сих пор. Ты понимаешь? И вот даже вот сейчас, ну вот даже сейчас, если я захочу, вот куда-то я пойду. Ты понимаешь? Все в ваших руках. Даже сейчас. Вот я выхожу в класс 10, я смотрю на их глаза. Я посмотрела, я быстро сориентировалась. Сегодня получится, а завтра не получится. Нет, ни за что. Вот, все. Надо действовать по ситуации. Да. Ну вот, такие вот вопросы были. Валентина Ивановна бегло ответила Бегло, да, бегло. Просто я хотела за свою сказать. жизнь. Просто вы уже это рассказывали очень подробно. Да. И наши давние зрители, они это все Знают. знают. Другие, кстати, но я хочу сказать, знаете, когда вот они говорят, знаете, дети мои, не так я крашу глаза, не так я крашу губы. То вам это не идет, то И это мне то не идет. Но, вы понимаете, вот сейчас я вот такая, да? Вот, Скажите, да? вы же доживите до моего возраста, Нет, а потом будете давать советы. Нет, Игорек, не поэтому. Я даже договорилась, когда был Игорек с Сашкой, и мне сделали другую прическу, подождите немножко. С челочкой. Нет, мы с Сашкой договорились, когда не просто они мне мокрые волосы сюда пустили и сделали папа Карла, они мне, Сашка мне сделает что-то такое. Игорек сделает. А, вы уже с Саней без меня договорились о чем-то? Нет, я после Нового Нет, года... я имею в виду, я не Нет, знаю. он просто меня причешет и покажет. Я сказала... Дубль 2 у нас будет, да? Дубль 2. Да, дубль 2. Но мокрые никогда в жизни, понимаете? Все. На сегодняшний день, Валентина Ивановна, вопросов к вам не имею. Я надеюсь, мы удовлетворили ваше любопытство, дорогие зрители. И заключительный вопрос на сегодняшний день. Валентина Ивановна, как дожить до 92 лет и оставаться такой жизнерадостной? Игоречек, если ты будешь всю Это жизнь... не мой вопрос. Нет, это твой зрителей. и всех остальных зрителей. Если вы будете любить жизнь, если вы будете стремиться к тому, чтобы у вас в жизни не было плохого, у меня сейчас очень много в жизни плохого, но всегда держите себя в руках и знайте, что второго дубля не будет. Он у нас один. Жизнь такая штука, да. Он такая штука. И Ее все. проживаешь одним Один дублем. раз. И все. Поэтому никогда не злословьте, никогда не завидуйте, никогда не предавайте. Никогда. Что бы вам
не хотелось, как бы вам не хотелось отомстить, а просто простите человека и скажите, а вон там рассудит. как Это было у вы меня. вот сейчас душевные качества. А надо заниматься спортом, Ой! соблюдать какую-то диету. Ой, нет, ем все. Просыпаюсь 2 Но то, что ест Валентина Ивановна все, вы уже Подожди, Витька, убедились. нет, 2 часа ночи хочу есть. Пошла в холодильник, достала котлетки, 2 котлетки съела, чайку выпила, апельсинчик, мандаринчик съела и пошла спать. Все. То есть я себя никогда не ограничиваю и ограничивать не буду. Но исходите из того, как у вас со здоровьем. Игорек, со здоровьем. Ничего не мешает. Все, вопросов нет. А спортом каким-то занимаетесь, там, приседания, еще О, что-то там? если я в детстве занималась. Не в детстве, сейчас. Так, стираю вручную, полы мою вручную, окна мою вручную, Это и есть в магазин хожу вручную, это мой спорт. Все. И говорю, нормальная стиральная машина стоит, новенькая, как диванчик, балкончик Да, или я что-то. видел. Ты видел все? Поверхностно мы ваши удовлетворили, ваш... Нет, не ваше совсем. любопытство. Нет, не совсем. Оставим на Да, следующее на интервью. следующее, да. Еще что-то такое придумаю, Ну, да. теперь сейчас будет чуть попозже. Самое интересное, насколько же мы здесь посидели. О! Мы еще сами не знаем с Нет. Валентиной Ивановной. Так Нужно вот. будет сейчас идти на выходе и прикладывать вот эти карты. Все это мы с вами увидим. Так, ну что, дорогие друзья, вот мы все закончили. И теперь мы выходим. Пойдемте механизм посмотрим, как О, оплачивать. Я вот, сам не знаю вот, еще. Вот. Сейчас Девушка, вот у меня 2 будет карты у самое нас. интересное. Я не знаю, в какой. Все. Вот одна. Да, хорошо. И вторая. Вот он наш заказ был. Так. И что в итоге? И в итоге мы посидели на 3569 рублей. О, Господи. Мелочевка, но Не, не приятно. надо. Так, ну и оплачиваем. Введите пин-код. Так. Все успешно. На этом все, дорогие друзья. До свидания. Ну, Слушай, мы сегодня превысили все допустимые ну, нормы. не все допустимые. Слушай, мне понравилась атмосфера. Знаешь, мне понравилась атмосфера. Я могу сюда приезжать со своими друзьями, просто посидеть. и А какая отдохнуть. красота вокруг, Красота, да, все. Ты понимаешь, ну как бы тебе сказать, все сделано для человека, для его отдыха. Все отлично. Знаешь, Да, смотрите, какая. деньги это... Валентина Ивановна, гляньте, какая Ой, инсталляция. ой. Ух ты, моя лапочка. Слушай, это мы уже собак сегодня с тобой видели. Все, Да, красиво. да. Валентина Ивановна мне сегодня такой секрет рассказала. Какой? Ну, мы его рассказывать не будем. Какой? Понятно? Ну, вы мне в самом начале, Ладно. который вы никому не говорили. Да? Вы удивитесь, когда... Слушай, путешествие в праздник. Мария, путешествие в праздник. Спускаемся вниз. Я думал, уже все, на улице встретимся, но не могли пройти ты мимо. что? Посмотрите, Не, какая никогда красота. в жизни. Ты что? Сейчас, подожди, девиц мы сейчас разгоним. Сейчас вообще. Не, а здесь, они, видите, здесь... Конечно. Я думал, пройти можно, а здесь Нет. Так, вот нет. диванчики. Вон диванчик, А вон Валентина есть Ивановна. все. Игорек, иди сюда. Вот. А, вы здесь хотите? Да? Конечно. Ой, какая красота. Как бы мне тебя снять? Ой, такой красоте. Пойдемте. Пошли.
Красиво, очень красиво. Очень красиво, знаешь, сделано необычно. Да. Так, а вот золотое яблоко, Игорек, что это такое, а? А это супермаркет, Валентина Ивановна. Да, но, а что это означает золотое яблоко? Ну просто означает, вас зовут Валентина Ивановна, а супермаркет называют золотое яблоко. Что здесь? Это не интересно. Нет, все, Пойдемте вот туда. да. Давай, это неинтересно. Вы что-то перепутали, наверное, да? Нет, 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 это совсем неинтересно. Вот, видите, кафешки Слушай, везде. вот мы смотрели на это, слушай, в самом начале, помнишь, Да. как пришли? Ну мы лучше посидели, да? Нет, мы лучше. Но это мы смотрели с тобой, нам нравилось. Всё. Нет, то, что мы с тобой нашли, это было чудо. Просто чудо. Здесь вот, что хорошо, прям можно попасть в метро. Да. Станция метро Киевская, прямо с торгового центра. Смотрите, какая красота, Валентина Ивановна. Да. Снеговики, Деда Морозы. Слушай, смотри, какая. Ух ты, химчистка. О, слушай, сколько всего здесь. Кому лень дома стирать, Валентина Ивановна, А руками. я в руками стираю. Мне не надо. Мне химчистка не нужна. Дом быта. Точно. Так. Не надо. Так, по-моему, мы с вами Выходим. углубились в минус первый этаж. Вот, Нам надо на улицу вот, выйти. Вот она перед тобой. К любовью к шоколаду. О, это не наше. Пойдемте наверх поднимемся, Валентина Ивановна. Куда? Вот сюда. Да, вот. Ну вот, наш выход номер 4. Так, все. Выходим. Тихо, До свидания, европейский. Вам понравилось, Валентина тихо. Ивановна? Очень, очень все. Без исключения. Давайте руку. Нет, нет. Очень все окей. Все. Не торопитесь, Валентина Ивановна. Не тороплюсь. Ну вот, вышли мы Так. именно где и зашли. Это Так, выход номер 4. у тебя вот это, а у меня вот, Вот это. такая Все. красота. Я все поняла. Ну что, Валентина Ивановна, дождь идет на улице. Ох, Будем заканчивать наше видео. конечно, конечно. Ну, скажите на прощание. Так, ребята, давайте жить дружно, чтобы у нас все было хорошо. До новых встреч. И вот Валентина Ивановна показывает. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. А если не понравилось, делайте то же самое. Ну, а мы...